Здравствуйте, друзья! Сегодня мы прогуляемся по самой западной окраине Северодвинска и покажем вам Приморский парк, который появился совсем недавно. Немного истории. Самая западная улица Северодвинска – фасад города со стороны моря. Бульвар Строителей начал застраиваться в начале 1980-х годов. Согласно генеральному плану развития города, по бульвару Строителей должна была пройти линия троллейбусного движения. Большое внимание уделялось благоустройству территории, прилегающей к берегоукреплению юго-западной части морского побережья. Здесь должны были разместиться ипподром, яхт-клуб, точки общественного питания. Однако, за исключением берегоукрепительных работ и строительством бетонной набережной, эти работы не были реализованы, так как Союз развалили. В 1980-е годы песчаный берег залива Параниха – одно из любимых мест пляжного отдыха северодвинцев. В дальнейшем песчаный берег стал быстро зарастать кустарником. К концу 20 века береговая линия залива Параниха значительно изменилась. Быстро меняющие свой облик берега стали объектом исследования краеведов. В 1991 году здесь был найден остов старинного поморского коча. В настоящее время экспонат Соловецкого морского музея. Ежегодно школьные экспедиции находят на месте отлива десятки фрагментов старинных судов, которые пополняют фонды музеев Архангельской области. Новая страница в истории набережной Паранихи началась в 2000-е годы. Был подготовлен проект по созданию и развитию парка, расположенного напротив дома номер 5 по бульвару Строителей. Силами администрации Северодвинска, депутатов и общественности начались комплексные работы по благоустройству территории. Были установлены светильники, оборудованы тренажеры и детские площадки. Общественные организации Северодвинска инициировали работы по озеленению территории. Даже сейчас многие горожане привозят сюда различные растения, чтобы посадить. Постепенно территория получила неофициальное название Приморский парк. В настоящее время Приморский парк стал одной из значимых площадок при проведении городских праздников. В выходные и праздничные дни здесь собираются для проведения досуга тысячи северодвинцев. Целью появления Приморского парка в Северодвинске является создание современной благоприятной городской среды, ориентированной на потребности жителей в общении, игре, спорте и отдыхе. Проект разрабатывался с расчетом на все группы населения. Достоинство сквера состоит в том, что он имеет хорошую транспортную доступность, просторную и ровную территорию, расположенную в шаговой доступности для людей разного возраста. Также парк большую часть дня освещен солнцем, что дает возможность часами проводить время на улице. Приморский парк расположен на берегу залива и отделен от густонаселенных кварталов города бульваром Строителей. В непосредственной близости от Приморского парка находятся жилые дома, магазины, детские сады, кафе, остановки городских маршрутов. Расположение Приморского парка делает его привлекательным местом для отдыха всех групп населения. Однако данное пространство было абсолютно неухоженно. Самая главная проблема состояла в отсутствии организованных зон, отвечающих интересам всех посетителей сквера. Помимо этого, на территории сквера ощущался недостаток освещения, существовала необходимость ремонта и расширения имеющейся сети пешеходных дорожек, площадок. Что сделано на текущий момент? Устроены детская игровая и спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки. Установлены новые качели и карусель для детей-инвалидов-колясочников. Восстановлены существующие асфальтобетонные тротуары. Устроены новые дорожки с покрытием из асфальтобетона, тротуарной бетонной брусчатки и плитки, цветной гранитной крошки. Организована зона тихого отдыха, зона «Ветер», которая располагается в непосредственной близости от берега с дорожками, площадками со скамейками и диванами-качелями. В средней части парка организована зона для творчества и массовых мероприятий, которые часто проводятся в парке. 3 площадки с асфальтобетонным покрытием, соединенные между собой дорожками из бетонной брусчатки. На них установлены сцена, скамейки, отведено место для выставочных экспозиций. Восстановлено существующее футбольное поле с песчаным покрытием. Высажены кустарники, более 5400 штук. Для более удобного доступа организована автостоянка, рядом с которой расположена контейнерная площадка для мусора. Для обеспечения комфортного пребывания на территории по всей ее площади установлены скамейки и урны. Смонтированы дополнительные опоры освещения. В результате реализации данного проекта создана комфортная, безопасная пешеходная среда,
а также доступная среда для маломобильных групп населения. Общая площадь благоустроенной территории 24 260 квадратных метров. Ну вот, друзья, вы познакомились с еще одним уголком нашего города Северодвинска. Это город, в котором мы проводим нашу зимовку, пока не наступит снова весна и мы снова не поедем в деревню. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра!